Кто-то их называет карамельками, кто-то разноцветными стеклышками, но точно эти заготовки никого не оставляют равнодушными. Они такие яркие, они такие по-летнему сочные. И мы с вами в этом мастер-классе будем создавать колье и серьги. Будем использовать полимерную глину, поталь и спиртовые чернила с эпоксидной смолой в работе. Техника очень простая, главное, чтобы у вас в наличии были все те материалы, которые я перечислила. В качестве подложки можете взять любую пластику, даже сорную. Раскатываете пласт на толщине 2 мм, дальше берете листовую поталь и сверху наносите листовую поталь на пласт полимерной глины. Дальше переворачиваем нашу заготовку, предварительно убираем все хвостики потали, чтобы они не мешали нам потом в работе. И с обратной стороны также укладываем лист потали, переводим его на пластику, убираем излишки все. И вот сейчас у нас начинается магия. Когда мы берем подходящие по цвету спиртовые чернила, я взяла синие, бордовые, фиолетовые и желтые оттенки. И начинаю в произвольном порядке капать и наносить спиртовые чернила на поверхность потали. Здесь важно, чтобы спиртовые чернила растекались. Они вообще жидкие, и я здесь помогаю феном. Фен у меня промышленный, вы любой фен берете, но только холодным воздухом дуете. Не нужно подносить слишком близко, и горячим воздухом тоже не нужно дуть, иначе у вас скрепится верхний слой пластики, он немножечко схватится, как бы подсушится. Для того, чтобы разводов было много, я часто использую фен, потому что краски у нас на спиртовой основе, и они очень быстро высыхают. Поэтому нанесли 2-3 цвета, быстренько феном прошлись, раздули и следующие капельки наносим. В общем, пока вся поверхность не будет у меня укрыта пятнышками от спиртовых чернил, я не успокоюсь. Спиртовые чернила входят в реакцию друг с другом, получается красивый развод. Дальше мы берем каттеры. Где я покупала эти каттеры, я оставлю ссылку в описании. И каттерами начинаем вырезать заготовки сначала под колье, а дальше все цветные кусочки, которые остались на пласте, я все использую, подбираю разные каттеры, и маленькие, и большие, и нарезаю столько заготовок, сколько у меня получится. Все. Мы можем отправлять это запекать в духовой шкаф. Запекаем, как всегда, 20-30 минут при температуре 130 градусов. Обязательно после того, как вы запекли, даете остыть вашим заготовкам и шлифуете, обрабатываете боковую сторону, потому что поталь немножечко может расходиться и торчать в разные стороны кусочками, поэтому нужно это все будет убрать. Ну а дальше, чтобы наша поталь заиграла и спиртовые чернила красивыми яркими красками, берем эпоксидную смолу, здесь я использую цернит, потому что она густая идет изначально уже, и развожу смолу с отвердителем в тех пропорциях, которые указаны в инструкции, и начинаю заливать и делать красивую высокую линзу на ярких заготовках. Только посмотрите, насколько эпоксидная смола подчеркивает разводы и сияние придает всем заготовкам. Обратная сторона у нас была просто покрыта поталью, вы видите эффект трещин. И после того, как смола с лицевой стороны подсохнет, это 24 часа нам необходимо, с обратной стороны я сначала на быстросохнущий клей креплю основы пусеты в тех заготовках, где они предназначены. Дальше снова развожу небольшое количество эпоксидной смолы и уже обратную сторону всех наших заготовок карамелек, так их назову, мы также обрабатываем эпоксидной смолой, чтобы и лицевая, и изнаночная сторона у нас были аккуратные. После того, как подсохнет с обратной стороны эпоксидная смола, мы берем ручное сверло и начинаем просверливать отверстия в заготовках под колье. В заготовках под колье я делаю по 2 сквозных отверстия с верхней узкой стороны заготовок. После того, как все отверстия сделаны, в сережках у нас будет по одному отверстию по центру верхней части. Я беру жидкую поталь, где я брала листовую жидкую поталь, я также оставлю в описании под видео, и боковую сторону обрабатываю жидкой поталью. Лучше это сделать в 2 прохода. Жидкую поталь можно не покрывать лаком, можно покрывать все по желанию. Жидкая поталь на спиртовой основе, она высыхает быстро, то есть там секунды пройдут, и вы можете уже в принципе заниматься сборкой. Смотрите, для сборки я выбрала не соединительные колечки, а цепь, потому что у цепи звено более удлиненное, и не будет оно топорщиться. Раскрываю звено цепи и вставляю
верхние отверстия, то есть соединяю между собой элементы колье. Здесь в принципе ничего сложного нет, только подбирайте цепь такая, чтобы была достаточно плотно, и открыть и закрыть пальцами ее было невозможно, только инструментом. В последних элементах колье мы вставляем также звенья цепи, и уже в этих звеньях цепи мы крепим тоненькую цепь. Я сначала попробовала толстую, но она мне не понравилась, потому что весь акцент у нас должен быть на красивых стеклышках, но не на цепи. А цепь должна быть тоненькая, ее не должно быть видно. Все, теперь отмеряю нужную длину цепи и с одной стороны на соединительном колечке креплю замочек-карабин, а с другой стороны на соединительном колечке креплю удлинитель. Серьги собираются очень просто, там у нас по одному сквозному отверстию, то есть я вставила только одно соединительное колечко и прикрепила верхнюю часть с пусетом к нижней, более широкой и удлиненной части, основной части сережки. Вот такой удивительный комплект у нас получился. У нас с вами обработаны все стороны. У нас боковая сторона аккуратная. Как бы сережка не перевернулась, такое изделие будет выглядеть благородно. Ну вот и все, друзья. Теперь вы знаете секрет создания этих стеклышек. На самом деле это очень просто. Работать со спиртовыми чернилами достаточно просто и интересно. А такие яркие стеклышки-карамельки очень прекрасно подчеркнут летний образ, потому что они будут искриться, переливаться на солнышке, и думаю, что будут поднимать настроение не только вам, но и всем окружающим, кто их увидит. Спасибо большое за просмотр, все ссылки я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый мастер-класс. На сегодня это все, друзья. До новых встреч!